Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, ми-ми-мишки. Мишки, ми-ми-мишки. Красная книга. Зря ты не надел очки. Зачем это они мне? Чтобы пыль в глаза не попала, когда будешь ехать позади меня. Ха! Это мы еще посмотрим, кто будет позади. На старт, внимание, поехали! А вот еще один подосиновик. Здорово! О, Тучка, смотри, что это за гриб? Не узнаю. Похож на рыжик, только фиолетовый. Давай сорвем, добавлю его в пирог. Подожди, сначала надо узнать о нем поподробнее. Посмотрим в моей энциклопедии. Странно, этого гриба нигде нет. А может быть, он занесен в Красную книгу? А что это за книга? Это специальная книга, в которой собраны особенно редкие, исчезающие виды. Вот он, паутинник фиолетовый. Выходит, это очень редкий вид, а вырос прямо посреди тропинки. Надо его защитить. Вот, Готово. Теперь никто тебя не раздавит и не сорвет. Давай, поднажми! Тормози! Ха-ха! Ты что, совсем выдохся? Да нет же, смотри! Ой, это еще что? Паутинник фиолетовый. Интересно, зачем его огородили? Не знаю, давай объедем. Догоняй! какой красивый цветок. Венерин башмачок. Кажется, я видела его в нашем лесу. Срочно показывай, где. Надо защитить этот редкий вид. Включаю 5-ю скорость. Да хоть 10-ю, все равно обгоню. Ой, опять забор. И здесь. Нет, я так не играю. Это уже не велотрек, а трасса с препятствиями. Да уж. О, а вот и Тучка с лисичкой. Привет, ребята! Вы чего тут делаете? Привет, Иннокентий, привет, Саня. Мы с лисичкой спасаем редкие виды растений. Редкие виды? Охрана природы – это, конечно, хорошо. Но теперь по дороге не проехать. Мы чуть не перевернулись из-за ваших ограждений. Ничего не поделаешь, придется объезжать. А может, нам эти редкие виды куда-нибудь пересадить? Нельзя, они могут не прижиться и погибнуть. А их осталось совсем мало. Например, красных камелий. Меньше 10 во всем мире. Ого! И что же тогда делать? Перестать кататься на велосипедах? Кажется, есть другое решение. Представляю вашему
вниманию, абсолютно экологичный велотрек. Здорово! Хорошо ты придумал. Теперь все редкие виды в безопасности. А давайте устроим велопробег в защиту природы. Отличная идея. Страшилки. В одном черном лесу жил черный медведь. Он хватал всех этими черными лапами. Да, и с тех пор их больше никто не видел. Кого? Медведей? Или тех, кого хватали медведи? Да нет, Тучка, ну что ты меня все время путаешь? Ладно, лисичка, теперь твоя очередь. Хорошо. Я расскажу вам о Верзихрюке. Это чудище живет в лесу и по ночам выходит на охоту. У него 3 рога, 4 когтистых лапы, 2 хвоста, а еще хобот. А питается Верзихрюк только Верзихрюк, ну конечно. Да, лисичка, ну ты придумала. Верзихрюк. Не верите, значит? А ведь это правда. Ага, верим и уже боимся. Да, Тученция? Да! Ха-ха-ха-ха! Сказочки для маленьких. Ну ладно, мне пора домой. Только фонарь свой заберу. Лисичка, смотри, не попадись Верзихрюку. Ладно, пора домой. Собираем палатку и тушим костер. Ой, темноватенько. Да. Кеш, а как ты думаешь, Верзихрюка точно не существует? Тучка, ну конечно нет. Это все лисичкины выдумки. Ну все, тебе направо, а мне налево. Знаешь, Кеша, что-то мне скучно одному идти. Может, дойдешь со мной до дома? Ну, вообще-то, я не тороплюсь. Кеш, а что если Верзихрюк все-таки существует? Тучка, что ты все заладил? Верзихрюк. Пойдем быстрее. Ну вот, Тучка, пришли. Вон твой дом. Ладно, давай. Спокойной ночи. Тучка, постой. Ты я же тебя проводил. Теперь твоя очередь. А то мне что-то тоже скучно одному идти. Кеш, но если я тебя провожу, то кто потом меня проводит? Мне же тоже скучно потом будет идти. Да ладно тебе, Тученция. Дойдем, что-нибудь придумаем. Лисичка! Открой! Пожалуйста! Кеша, Тучка, что случилось? Верзихрюк! Верзихрюк? Да я его сама выдумала. Да нет же, мы его видели! У него 3 рога, 4 лапы. Все, как ты говорила. Ладно, пошли посмотрим. Ага, пойдем. Только нужно сделать Верзихрюка пугалку. Кеш, а ты уверен, что твоя Верзихрюка-пугалка сработает? Конечно, она меня еще не подводила. Правда, я и не пользовался еще ни разу. Верзихрюк! Верзихрюк! Посмотрим, что это за Верзихрюк.
Это мы трусишки? Да мы тебя просто проверяли. Ага. Белый зверек! Эх, мальчишки, ну и храбрецы. Гости с севера. Вместе по лесу идут, собирают шишки, на-на. Тученция, Тучка, выходи. Привет, Иннокентий. Привет, пойдем на речку. Там сейчас все соберутся. Спасибо, но я, пожалуй, дома посижу. Сегодня слишком жарко. Но то и лето, чтобы жарко было. Да уж, поскорей бы зима. Пойду почитаю книжку про север. Вот бы сейчас туда. Ну, ладно, как хочешь. Всем привет. Привет! А где Тучка? Дома остался. Говорит, что не нравится ему жара, и он хочет обратно на север. Как? Мы не можем его отпустить. Надо что-то придумать. Кажется, я знаю. Чтобы Тучка не уехал на север, нужно, чтобы север приехал к нему. Отличная идея. Устроим для Тучки зимнюю вечеринку посреди лета. Здорово! А как мы это сделаем? Нарядимся в северных зверей и пойдем в гости к Тучке. Вот он обрадуется. Тогда нужен снег. Какая зима без снега? Снег я беру на себя. Есть кто дома? Да-да, сейчас. Ой, здравствуйте. А вы кто? Я белый медведь. Я арктическая лиса, а это моя полярная чайка. Мы северные волчата. А я пингвин. Мы туристы с севера. Узнали, что в этих краях живет белый медведь по имени Тучка, и решили зайти. С севера? Вот здорово! Надо познакомить вас с моими друзьями. Они вам очень понравятся. Друзья никуда не денутся, а мы скоро уедем. Пойдем с нами. Ого! Снег посреди лета! Ничего себе! Да, самое время отдохнуть по-северному. Ну что, пора подкрепиться. У нас осталось что-нибудь вкусненькое с севера? Да, пироги с апельсином и шоколадной крошкой. Странно, на севере же нет апельсинов. Он имел в виду север Африки. Да, мы там тоже были. Проездом. Ого! Нужно обязательно позвать на пироги моих друзей. Я уже так по ним соскучился. Наверное, Кеша у кого-то в гостях. Ой, никого нет. Эх, куда же пропали мои друзья? Может, уехали из-за внезапного снегопада? Точно! Тогда поскорей бы опять наступила жара. Может, пойдем пока на коньках покатаемся? Спасибо, что-то настроения нет. Жаль, я проводил недостаточно времени с друзьями. А вдруг они вообще не вернутся? Ты точно хочешь увидеть своих друзей? Да, очень. На самом деле, мы и есть твои друзья. Да нет, я про старых друзей. Кешу, Лисичку, Саню, Соню, Валю. Так это были вы! Да, мы решили, что ты затасковал по северу и хотели тебя порадовать.
Вот это да! Спасибо большое! Я так рад вас снова видеть! И больше не хочешь на север? Без вас мне никакой север не нужен. Ой, забыл. Я же еще кое-что приготовил. Вот это да! Вы самые лучшие друзья на свете. Путешествие Цыпы. Ой, а с Цыпой однажды такая история случилась. Ну все, Цыпа, запускаю. Решили мы как-то Цыпу научить летать. Ура! Наконец-то Цыпа полетел! Ой, Кеша, что ты делаешь? Это не я, это ветер. Ой, Цыпа! Пойдем скорее, нам надо его найти. Цыпа встретил Цыпушу, и они сразу друг другу понравились. Цыпуша отвела Цыпу в свой город. Оказывается, у нас в лесу был целый город, а там все выглядит прямо как Цыпа, только не совсем. А еще все в городе хотели улететь, потому что на самом деле у них дом был далеко-далеко. Только их летучий корабль сломался, а починить нельзя, деталей нет. Наверное, потому что импортные. Цыпа, конечно, всем понравился, потому что он хороший. Но тут появился король. Король был строгий и посторонних не любил, и прогнал Цыпу. Цыпа расстроился. Ну что делать? С королями не спорят. И тут Цыпа подумал: может, если я им помогу, они меня примут? И побежал за деталью для летучего корабля. И все стали собираться в дорогу. А Цыпуша сказала Цыпе: а давай с нами. А Цыпа подумал и решил: а давай. И Цыпушу унесло вместе с кораблем. Цыпа, вот ты где! Интересно, а что Цыпа делал, когда нас не было?
и не верить, но это все правда. Портрет белой тучки. Смотри, лисичка, нравится? Ух ты! Какая красота! Это я на севере, моя любимая. Привет! Слушай, Тучка, там Цыпа что-то тебя зовет. А, я сейчас, подождите меня. Лисичка, смотри! Я сделал стенопокрасочную машину. Сейчас мы Тучке сюрприз сделаем. Покрасим тут все во что-нибудь красивое. Кеша, сейчас же Тучка вернется. Не, я Цыпу подговорил, он Тучку задержит. Так, вот сюда наливаем краску. Ага, нажимаем. Надувается шарик с краской. Теперь его надо лопнуть, и вся комната покрасится в нужный цвет. Кеша, что мы наделали? Без паники, лисичка. Это не считается, если все можно исправить. Ой, Тучкин портрет. Это действительно немного похож. Нет, мы испортили любимый портрет Тучки. Ерунда! Не считается, если можно исправить. Та-дам! Ой, портрет того убежал. Без паники! Что я говорил? Все не считается, если можно исправить. Сейчас мы все сами нарисуем. Кеша, а ты умеешь рисовать? Еще как! Нарисую портрет, не отличишь от прежнего. Сначала основные штрихи. Немного красного, четче контраст, глубже тени. Нарисую здесь перспективу. Не знаю только, что это, неважно. Немножко здесь, чуть-чуть тут и готово. Ну как, Ну, чуть-чуть не похоже. Конечно! Обидеть художника каждый может. Рисуй тогда сама. Я лучше все расскажу Тучке и извинюсь. Ты что? Хочешь, чтобы Тучка расстроился? Ушел от нас на север? Ходил бы по холоду, страдал бы в одиночестве. Это был мой любимый портрет. Кеша, мы должны спасти Тучку. Да, лисичка! Тогда садись и рисуй. Но я же не умею. Тебе повезло, лисичка, потому что я суперучитель рисования. Ой, а я забыла, как там все было нарисовано. Вот так, рисуй давай. А с чего начать? Ну, сначала нарисуй голову. А что дальше? Теперь рисуй все остальное, а то я уже устал так стоять. Молодец, лисичка! То, что нужно. А вот и мы. Еле нашел Цыпу. Ой, что это? Как что? Это твоя любимая картина. Но почему тут не я, а Кеша? Действительно, сейчас все исправим. Тучка, не двигайся, стой так. Лисичка, давай. А что? Так даже лучше. А завтра лисичка еще себя и Цыпу дорисует. А это что такое? Тучка, нет, не трогай это! Тучка, это для тебя.
Правда красиво? Лесной хулиган. Здесь тоже проходил. Скоро мы его найдем. Точка, как думаешь, кто он? Ну, судя по следам, это большой восьмилапый паук. Привет! Чего делаете? Обнаружили в нашем лесу следы гигантского паука. Вот, исследуем. Давай с нами. Да ну, скучно. Лучше из рогатки постреляю. О, отличная мишень. Хе-хе. Ой. Лисичка, я нечаянно. Лисичка, ты дома? Ого, пирог. Попробуй один кусочек. Ну вот, сейчас украшу пирог, и можно звать друзей. Ой, мое окно! Саня, О, привет, лисичка. привет! Ты чего здесь делаешь? Да так, мимо проходил. Может, ты видел, кто разбил окно? Да, это был гигантский восьмилапый паук. Паук? Да, прибежал, разбил окно и вломился в дом. Прямо у меня на глазах. Ничего себе! Что же ему было нужно? Может, дома было что-то вкусное? Точно, мой пирог! Эх, только крошки остались, а я уже мишек на чай позвала. Ну и хулиган этот паук. Да, Хе-хе, поверила. Привет, лисичка. Надеюсь, пирог еще не остыл. пирога не будет. Как это? Вот так, приходил гигантский восьмилапый паук и все съел. Точка, ты слышал? Гигантский паук. Это его следы мы сегодня видели. Похоже. А я думал, он безобидный. Нет, настоящий хулиган. Даже окно разбил. Не расстраивайся, лисичка. Мы поймаем этого паука и проучим. Нечего безобразничать в нашем лесу. Ты чего, из гнезда выпал? А-а-а! Эх, бедный птенец. Вот это да! Попался! Саня, ты что, тоже паука ловил? Я? Да. Похоже, вы меня опередили. И что теперь будете с ним делать? Не знаю. Пусть здесь сидит. Завтра разберемся. Паучок, прости. Это из-за меня ты попался. Сейчас я тебя вытащу. А-а-а! Ну вот, что теперь делать? Придется звать на помощь. Кеша! Тучка! Саня? Лисичка! Ты как там оказался? Саня, осторожней! Паук, не смей его трогать! Да нет, он не опасный. Ага, а кто окно разбил? Это я разбил. И пирог съел тоже я. Простите. Как тебе не стыдно? Стыдно, поэтому я и полез его освобождать. Эх ты! Прости нас, паучок! Сейчас мы вас вытащим! Иди, не бойся. Спасибо вам. Только теперь тебе придется починить окно лисички. И собрать ягоды для нового пирога. Запросто. И паука угостим.